Народ, всем здорово. В общем, я сейчас в Car Studio, и не просто так. Сейчас мы будем делать специальное техобслуживание, которое будет включать в себя очень-очень-очень редкую тюнячку для EZ30. Вернее, есть всего лишь одна компания в мире, которая производит эту тюнячку для EZ30. Давайте посмотрим, что это. Итак, во-первых, я тут закупился спортивным маслом Motul 300V1040 серии Chrono. Специальная присадка для мотора Polytron MTC, о ней поговорим попозже. И также специальная присадка для системы охлаждения суперчарджера. Здесь у нас дополнительный вентилятор от SPAL. Это специально маленький, но мощный вентилятор. Он заменит старый китайский дополнительный вентилятор, который стоит у меня на дополнительном радиаторе. Так, и вот оно самое интересное. Вот оно самое интересное, ребята. Значит, это у нас противоотливная пластина в поддон масла двигателя от новозеландского тюнинг-ателье Possum Bourne Motorsport. Значит, кто не в курсе, это Possum Bourne был такой очень известный новозеландский раллист, гонщик. Он гонял на Subaru, по-моему, даже в WRC, то есть в мировом ралли. Значит, это тюнинг-ателье работает уже около 30 лет. И работает оно в основном Subaru. Они знают, ребята, как тюнить оппозитники, и они имели опыт также с тюнингом EZ30. Они строят машины для ралли, для различных трековых гонок, тайм-атак и так далее. И они единственная компания, которая сделали противоотливную пластину в поддон EZ30. Значит, вот так она выглядит. Вот Possum Bourne Motorsport. Вот такая вот пластина в поддон масла двигателя. Итак, народ, значит, зачем нужна эта противоотливная пластина? Значит, когда вы гоняете на треке в очень сильных поворотах, когда вы слишком резко тормозите, у вас очень хорошая тормозная система, когда вы резко ускоряетесь и так далее, на масло действуют также перегрузки. И в поддоне оно имеет свойство, скажем так, отливаться от маслоприемника, который засасывает масло в сам двигатель. Так вот, такая противоотливная пластина, ее задача как раз таки не давать маслу отливаться от маслоприемника. Значит, почему я решил поставить это сейчас? Ну, во-первых, такие пластины никто не производит, как я говорил, кроме этой компании. Найти было, скажем так, трудновато. Во-вторых, я начал гонять намного лучше на своем Subaru. Я посмотрел по телеметрии, что боковые нагрузки стали намного выше, чем были у меня раньше, и стало ясно, что мотор нужно защищать. Сейчас у нас уже получается середина июня 2020 года, я уже 1,5 года гоняю на компрессоре, и поэтому надо защищать двигатель. 1,5 года мотор получает под хвост очень серьезно. До этого я также применял средства, спецприсадка Polytron MTC. Значит, Polytron MTC, в принципе, вы можете загуглить или посмотреть в YouTube, что это такое. В принципе, это такая присадка, которая позволяет двигателю работать даже без масла. Да? То есть даже видео, там, где люди заливали эту присадку масла, прогоняли немножко двигатель, сливали масло, и потом еще 200 километров ездили на двигателе без масла, и все было в порядке. Ну, конечно же, я не ручаюсь, что это стопроцентная информация, но все, кто использует вот это вот средство, очень им довольны. Даже тупо, скажем, шумы в моторе становятся тише, там в коробки начинают лучше работать и так далее. Это реально работает. Так вот, раньше все время, как мы поставили компрессор, суперчарджер, я начал заливать вот эту вот присадку Polytron MTC. То есть, в принципе, как бы у меня, даже если были какие-то моменты, что двигатель там в какую-то микросекунду, да, в миллисекунду не получал масла в повороте или что-то такое, то по идее как бы Polytron должен был все равно защищать детали, но частичное решение. В общем, теперь у меня получается будет и вот эта вот противоотливная пластина, и Polytron MTC, то есть в принципе двигатель будет хорошо защищен. Это, конечно же, не самый топовый вариант это система с сухим картером. Ну, ребята, сами понимаете, система с сухим картером для городского автомобиля, не гоночного, это как бы слишком круто, слишком дорого и нерентабельно. Так что, в общем, будет у меня вот такой вот микс, получается, такой вот сетап. Значит, вот эта вот пластина. Кстати, дорогущая, пипец, потому что только вот эта компания ее выпускает, и поэтому пластина получается очень дорогая. Но компания, как это я сказал, фирма, да, то есть тюнинг-ателье Possum Bourne Motorsport, PBMS сокращенно,
Эти ребята действительно проверяют свои товары. Их машины участвуют в ралли, участвуют в тайм-атак и так далее. Так что должно быть хорошо. Дальше у нас здесь вот такой вот мощненький спал. 9-инчовый, но очень мощный, по-моему, на 755 CFM. Он пойдет вместо дополнительного китайского вентилятора, который установлен у нас на дополнительный радиатор от BMW. Вот такая вот смесь интересная. Вот. Ну и здесь у нас Purple Ice. Purple Ice — это также спецприсадка, которую я использую. Я использую ее в системе охлаждения для радиатора, то есть она позволяет тупо заливать воду вместо тосола. Ее мы зальем, значит, сейчас в систему суперчарджера, и также вместо тосола мы зальем туда, то есть получается Purple Ice и воду. И должно будет лучше охлаждаться. Проверено уже мною, действительно в системе охлаждения в температуре, допустим, 20-25 плюс, машину перегреть очень тяжело, по крайней мере на трассе. Да, в общем, видишь, то есть поддон он получается здесь и не глубокий, и нету у него никакого углубления особого, чтобы масло не убегало в поворотах, поэтому надо ставить пластину эту. Да, вот так она идет. И что она делает? Оно не дает, когда, скажем, резко в поворот заходишь, нагрузки действуют на масло, оно может отливать. Ну, что они делают? Масло здесь затекает, на поворотах оно сюда затекает, сюда не вытекает. Чтобы распределять типа масло? Да, сюда затекает, сюда задерживается. То есть у тебя, скажем, в повороте, может быть, и в резком повороте на большой скорости, у тебя может быть какой-то момент, что здесь маслоприемник не засасывает масло, и двигатель, получается, может какую-то секунду работать без масла. Это в основном при больших перегрузках на двигатель. Масло наложено, потому что она с воздухом масло. Да, то есть оно будет пениться, воздух будет засасываться там и так далее. Пенное масло — это кило. Это, получается, превращает пенообразование. Да. Это все, блядь, тюнинговое. Причем тут половина наклеек моих, наверное, с моих тюнячек. Вот я тебе наклеил уже этот. Possum-born.
Вроде работает. Что будет? Сильно давит? Друзья, наконец-то третий локдаун у нас в стране закончился, и наконец-то можно выезжать немножко на природу, за город. Ну, в общем, хотелось бы все-таки подытожить буквально несколько слов по поводу данной доработки, разобраться, кому она нужна вообще, нужна ли она и стоит ли вообще она своих денег. Прежде всего, по поводу денег, действительно, вот эта вот новозеландская пластина противоотливная, она очень дорогая. Но, слава богу, в последнее время тюнинг EZ30 становится довольно-таки очень популярным, и будем надеяться, что все больше и больше компаний будут производить подобные доработки для этого двигателя. Очень надеемся на российскую BB Works, которая будет делать, дай бог, эти пластины по демократичной и нормальной цене. Но все-таки это очень важная доработка. Давайте разберемся. Ну что, насколько эффективна эта доработка, я лично вам не могу сказать, потому что у меня нету дополнительных датчиков. К примеру, датчика давления масла. Да, у меня до сих пор нету датчика давления масла. Все откладываю, никак не получается установить. Но были ребята уже до меня, которые тестировали EZ30 в условиях кольца. И ими было выяснено по записям, по логам, что есть отливы по маслу, есть просадка по давлению во время лаунч-старта, во время очень сильных поворотов и очень резких торможений. Значит, поэтому с отливами и просадками по давлению масла нужно бороться. Тем более, если вы действительно по-настоящему используете свой двигатель на кольце, на постоянных каких-нибудь драгозаездах и так далее. И одно из трех возможных решений — это как раз таки вот такая вот противоотливная пластина. Второе решение, кстати, о котором я узнал совсем недавно от знакомого на сайте Drive2, это так называемый гидроаккумулятор Акусумп, который в принципе является такой более дешевой версией самого топового решения. А самое топовое решение — это, конечно же, система с сухим картером, но это очень дорогое и, ну, действительно гоночное решение. Так что я не думаю, что у многих субаристов будут деньги на такую систему. Также совсем скоро для вас я выпущу новый видос, в котором я покажу новую доработку, которая так или иначе будет связана с системой масла и с картерными газами и так далее. В общем, я думаю, вы уже понимаете, о чем идет речь. Так что оставайтесь, как всегда, со мной на канале, ребята. Пишите ваши комментарии, ставьте лайкосы, делитесь этим видео с вашими друзьями. Ну а с вами был, как всегда, Стас, канал Legacy Driver. Желаю вам добра и счастливо. Увидимся!